В 2025 количество сообщений о НЛО достигло рекордных значений. По всему миру от шумных мегаполисов до глухих деревень поступают сведения о странных летающих объектах в небе. Быть может, это правительственные проекты или же гости из космоса? Сегодня мы погрузимся в тайны НЛО и попытаемся выяснить, что скрывается над нашими головами. Готовы? Тогда пристегнитесь. Мы летим раскрывать тайны. НЛО в 2025. Начнем с того, что творится прямо сейчас. Январь 2025 года. Сан-Паулу, Бразилия. Ночью над густонаселенным районом зависает треугольный объект размером с футбольное поле. Сотни людей снимают его на телефоны. Черный силуэт с 3 яркими огнями по углам неподвижно стоит в небе целых 5 минут, а затем исчезает со скоростью, которую радары не успевают засечь. Больше 7500 миль в час. Местные власти говорят о техническом сбое в освещении, но очевидцы в один голос твердят, объект действительно был в воздухе. Чем примечательно это событие? Во-первых, массовость свидетелей слишком много, чтобы просто отмахнуться и сказать, людям это все привиделось. Во-вторых, невероятная скорость объекта. Эксперты по аэронавтике в недоумении. Даже самые передовые технологии человечества не способны на такое. А в-третьих, реакция властей вялая, уклончивая. После данного инцидента бразильская полиция конфисковала несколько телефонов у свидетелей. И тут на сцену выходят утечки из закрытых архивов, которые только подливают масла в огонь. Утечки и свидетельства. В феврале 2025 года анонимный источник, называющий себя Insider A-Tip, выложил в сеть десятки документов и видеозаписей, якобы украденных из архивов Пентагона. Среди них отчет о наблюдении НЛО над Тихим океаном в январе этого года. Военные моряки с авианосца «Нимиц» засняли объект в форме тик-така. Вытянутый овал без крыльев, который двигался под водой со скоростью 200 узлов, примерно 230 миль в час, а затем вынырнул и взлетел вертикально вверх. Радар зафиксировал, как он поднялся на 80 тысяч футов за 1 секунду. Это в 10 раз выше потолка любого истребителя. Командир эскадрильи, чье имя в отчете зацензурено, заявил: «Я видел это своими глазами. Оно не наше и не русское. Это что-то совершенно иное». Видео с бортовых камер тут же разлетелось по интернету, и хотя Пентагон назвал его подделкой, эксперты по цифровой аутентификации подтвердили, следов монтажа нет. Еще одна утечка — запись переговоров пилотов военно-воздушных сил Великобритании, датированная мартом 2025 года. Над Северным морем 2 истребителя «Тайфун» преследовали светящийся шар, который то ускорялся до 5000 миль в час, то зависал на месте. Через 10 минут объект попросту исчез с радаров. Министерство обороны Британии отказалось комментировать запись, заявив, что она не подлежит разглашению из соображений безопасности. Но слухи уже поползли. Очевидцы на побережье видели тот же шар, и их фото совпадают с описанием пилотов. Project Blue Book и A-Tip. В истории уже были случаи, когда люди видели в небе необъяснимое. В 1952 военно-воздушные силы США запустили Project Blue Book — секретную программу по изучению НЛО. За 17 лет они рассмотрели 12 618 случаев, из которых 701 остались необъяснимыми. Официально проект закрыли в 1969, заявив, что НЛО не представляют угрозы и не имеют внеземного происхождения. Но рассекреченные архивы говорят иное. В одном из отчетов 1952 года описан случай над Вашингтоном. Радары засекли дюжину объектов, которые обогнали истребители F-94 и исчезли. Пилоты сообщали о светящихся дисках, а Центральное разведывательное управление позже рекомендовало успокоить публику через СМИ. Не похож ли этот случай на те, что происходит сегодня? А теперь ближе к нашему времени. В 2007-м Пентагон тайно запустил A-Tip — программу идентификации аэрокосмических угроз. Его целью являлось изучение НЛО, особенно тех, что замечали военные. В 2017-м The New York Times раскрыла программу, опубликовав видео с тик-таком, тем самым объектом, который позже видели в 2025-м. Луис Элизондо, экс-глава A-Tip, утверждал: «Мы сталкиваемся с технологиями, опережающими нас на много лет». После своего ухода из организации в 2017-м Луис обнародовал еще больше данных, включая отчеты о НЛО возле ядерных объектов. Малоизвестные случаи контакта. За последний год произошло так много случаев контакта со странными объектами, что не обо всех СМИ успела сообщить публике. К примеру, в марте 2025 года в английской деревне Уитби рыбаки увидели нечто, о чем газеты особо не писали. Они заметили темный цилиндр длиной около 100 футов, который бесшумно скользил над водой в 200 футах от берега. Один из рыбаков, старик по имени Томас Рид, успел снять его на старенький телефон. На кадрах видно, как объект вдруг ныряет под воду, оставляя за собой рябь, а через 3 минуты выныривает в полумиле оттуда и взлетает
взлетает вверх со скоростью 3000 миль в час. Местные власти списали это на игру света, но Томас клянется: «Я рыбачу тут 60 лет, и такого не видел никогда». Видео попало в сеть, но быстро затерялось среди более ярких историй. А вот еще один случай, о котором вы вряд ли слышали. Февраль 2025 года, пустыня Невада, в 50 милях от зоны 51. Группа туристов на джипах замечает светящуюся пирамиду высотой около 40 футов, парящую над песком. Они снимают, как она медленно вращается, испуская слабый гул, а затем резко исчезает, оставив на земле выжженный круг диаметром 30 футов. Полиция позже оцепила место, а через день круг пропал, якобы из-за ветра. Но анализ песка, сделанный независимым ученым, показал следы радиации, которых в пустыне быть не должно. Власти молчат, а туристов попросили не раздувать историю. Неужели кто-то хотел замести следы? Мнение экспертов. Когда речь заходит о НЛО, мнения разделяются. Одни люди кричат о пришельцах, другие — о секретных военных проектах. Но что говорят настоящие ученые? Доктор Эмили Харт, физик из Калифорнийского университета, изучила видео из Сан-Паулу и Невады. Ее вердикт: скорость в 7500 миль в час и резкие маневры без звукового барьера невозможны для наших технологий. Даже гиперзвуковые ракеты оставляют след и шум. Она добавляет, что свечение объектов может быть связано с плазмой, но источник энергии остается загадкой. Если это земное устройство, то мы отстали от кого-то на 100 лет. Ее слова подтверждает инфографика. Современные самолеты вроде SR-71 Blackbird разгоняются максимум до 2400 миль в час, а НЛО легко пересекают этот порог. А что насчет военных? Полковник в отставке Джеймс Кроу, служивший в ВВС США 30 лет, дал интервью в прошлом. «Я видел такие штуки еще в 90-х над Аляской. Мы их называли призраками. Приказ был один — не преследовать и не сообщать». Кроу утверждает, что Пентагон давно знает о НЛО, но классифицирует их как неопознанные угрозы, чтобы избежать паники. Он вспоминает случай 1994 года, когда радар засек объект, движущийся со скоростью 6000 миль в час над базой в Огайо. Его слова перекликаются с утечками о A-тип. НЛО часто появляются там, где есть ядерное оружие или военные объекты. Совпадение или закономерность? НЛО и военные базы. Каждая новая утечка и свидетельства очевидцев рождают больше вопросов, чем ответов. Почему НЛО стали появляться чаще в 25-м? Это разведка перед чем-то большим или просто случайность? Если это внеземные технологии, то почему они не вступают в контакт? Или, может, контакт уже был, но его скрыли? А если это секретные проекты Земли, то как тогда объяснить случай из 1950-х годов, когда таких технологий не могло существовать? Еще одна загадка — связь с военными зонами. 80% наблюдений НЛО произошли рядом с базами или ядерными объектами. Быть может, они изучают наше оружие? Или наоборот, они обороняют его от внезапного нападения? Экс-офицер США Луис Элизондо намекал на черные проекты, программы, о которых не знают даже президенты. Но что именно скрывает под данными проектами? Может, человечество еще не готово к тому, что находится за завесой тайны? Ответа на эти вопросы пока нет. Контакты с пришельцами. У нас есть множество примеров наблюдения НЛО издалека, но как насчет прямых встреч? Истории о контактах с гостями из космоса ходят десятилетиями, и 25-й год добавил новых красок. Однако начнем издалека. 1947 год. Розуэлл, Нью-Мексико. Фермер Уильям Брейзел находит обломки металлического диска диаметром 30 футов. Армия США объявляет о летающей тарелке, но тут же меняет версию на метеозонд. Но слухи о телах серых существ ростом 4 фута не утихают. На архивных фото были видны странные обломки, которые не гнутся и не горят. Странные тела же якобы увезли на базу Райт-Паттерсон. Официально власти все отрицают, но в 2025-м анонимный источник выложил документ Розуэлла, отчет об аутопсии. Там были описаны существа с большими глазами и тонкими конечностями. Подделка или правда? И теперь снова вернемся в наше время. В марте таксист Рик Гарсия из Аризоны остановился на пустынной дороге, чтобы помочь человеку в капюшоне. Но вместо человека перед ним возникла фигура 7 футов ростом с сияющей кожей. Рик потерял сознание, а очнувшись, увидел, как каплевидный объект взлетает со скоростью 5000 миль в час. Его рассказ записали на видео. Оно смотрело прямо в меня, я чувствовал, как оно читает мои мысли. Камера у обочины зафиксировала слабое свечение, а почва оказалась нагретой до 120 градусов по Фаренгейту. Ученые спорят, это была галлюцинация или контакт. Но случаи не единичные. В то же время десятки людей по всему миру сообщили о высоких фигурах и внезапной потере сознания.
Project Blue Book. Случаи контактов. За 17 лет программа собрала 12 618 случаев контакта, и 701 остались без объяснения. В 1965-м полицейский Герберт Ширмер преследовал в штате Огайо металлический овал высотой 20 футов. Машина заглохла, а он потерял сознание. Под гипнозом Ширмер вспомнил, существа в серебристых костюмах говорили с ним телепатически, показав корабль с антенной. Объект улетел со скоростью 3000 миль в час. Blue Book сослалась на последствия солнечного удара, но следы радиации на месте контакта подтверждены. В 1969 был произведен последний отчет Blue Book. Над Аляской цилиндр длиной 100 футов завис на высоте 10 тысяч футов. Истребители не успели его нагнать. Объект ушел со скоростью 5000 миль в час. Программа закрылась и архивы спрятали. В 2025 кадры с Аляски всплыли в сети. Те же цилиндры, что в Уитби. Неужели Blue Book знала больше, чем сообщила миру? АА-тип. Раскрытые документы. АА-тип, начатая в 2007-м, ушла дальше Blue Book. 2010 год. Невада. Истребитель F-18 снял сферу диаметром 30 футов, которая зависла на высоте 15 тысяч футов, а затем нырнула в океан со скоростью 2000 миль в час. АА-тип классифицировала это как аномалию. Луис Элизондо. Мы видели сотни таких случаев. В 2025-м стало ясно. Сферы. Частые гости у военных баз. Согласно словам очевидцев, объект был окружен силовым полем, гасящим радарные волны. Откуда появилась такая технология? Но самый шокирующий документ был обнародован в 2025-м. Инсайдер АА-тип. В отчете было сказано, что Тик-Так испускает импульс, отключивший радары на 5 миль вокруг. Ученые говорят о электромагнитной аномалии, но источник энергии неизвестен. Почему Пентагон молчит? И что еще скрыто в архивах АА-тип, которые до сих пор под грифом «совершенно секретно»? НЛО и ядерное оружие. Почему НЛО так часто появляются там, где есть ядерное оружие? Эта загадка мучает людей десятилетиями. Чтобы разобраться в вопросе, вернемся к Project Blue Book. 1964 год. Южная Дакота. Над базой Minuteman диск диаметром 60 футов завис на высоте 10 тысяч футов. 8 ядерных ракет отключились, а объект ушел со скоростью 5000 миль в час. Офицер Фред Майнхарт позже рассказал, системы вышли из строя без объективных причин. Blue Book назвала это электрическим сбоем, но инженеры не нашли поломок. В 2025-м Майнхарт выступил с речью, где сообщил, неопознанные объекты знали, где мы храним оружие. Инфографика подтверждает, 45% необъяснимых случаев Blue Book связаны с ядерными объектами. 1982 год. Украинская ССР. Над базой в Хмельницком треугольник размером 100 футов появился на высоте 15 тысяч футов. Через 3 минуты 10 ракет стали неактивными. Полковник Игорь Чернов позже доложил, объект испустил луч и все отключилось. НЛО улетело со скоростью 6000 миль в час, а Москва засекретила случай. Уже в нулевых из российских архивов информация о данном инциденте всплыла в сети. Фото треугольника и отчет о неизвестной энергии. Совпадение с американскими случаями поразительное. Неужели НЛО интересуются нашим самым опасным оружием? Теории заговоров. Слухи о заговоре вокруг НЛО ходят давно, с каждым годом их становится все больше. Одна из теорий гласит, правительства уже контактировали с гостями и скрывают это. Скептики утверждают, что в 1947-м странные обломки и тела увезли из Розуэлла в зону 51, а потом начались черные проекты, обратный инжиниринг внеземных технологий. В 23-м инсайдер АА-тип выложил фото металла с памятью, якобы из Розуэлла. Материал гнется, но возвращается в прежнюю форму, а его состав не поддается анализу. Пентагон называет это фальшивкой, но эксперты утверждают, такое невозможно подделать. Другая теория. НЛО — это секретные разработки Земли. Журналист Боб Лазар утверждает, что работал в зоне С4 над диском диаметром 40 футов с гравитационным двигателем. Он описывал объект так. Оно поднималось без звука и двигалось со скоростью 3000 миль в час. В 2025-м Лазар вернулся с новым заявлением. То, что мы видим сейчас — эволюция тех машин. Но если это земные технологии, почему власти скрывают их? И как объяснить случаи до 1940-х годов? Третья теория, самая жуткая, власти сотрудничают с НЛО. Слухи гласят, президент Эйзенхауэр встречался в 54-м с серыми существами ростом 4 фута. Якобы был договор. Технологии в обмен на эксперименты над людьми. В 2025-м анонимный инсайдер ЦРУ выложил протокол встречи. НЛО обещали не вмешиваться в дела людей, но будут следить за ядерным оружием. Факт или вымысел? Точного ответа нет, но совпадения с случаями из прошлого настораживают. Что если правда где-то посередине?
НЛО в 2025-м — это уже не фантазия, а реальность, которую нельзя игнорировать. Верите ли вы, что НЛО — это гости из звезд или тайный проект правительств? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь, если хотите узнать больше о тайнах нашей Земли и неба над головой.